Здравствуйте, дорогие друзья! Я снова рада вас приветствовать на своем канале «Красота и бисер». И мы сегодня с вами выполним это прекрасное украшение. Для этого я взяла бисер, белый кристаллический, прозрачный, внутри прокрашенный серебром. И темный, темно-синий-зеленый, какой-то такой вот цвета морской волны, глубокий тон. Красиво смотрится, смотрите, и на игле, и в украшении. И для этого еще я взяла иголочку номер 12 и мононить. Я взяла темную бисеринку одну и закрепила ее проколом назад, оставила 15-20 сантиметров, чтобы потом можно было прикрепить застежку. И на иголочку одеваю бисерины в таком порядке: 2 светлые, 2 темные, 2 светлые, 2 темные и 2 светлые, 2 темные. То есть каждых бисерин будет по 3 набора. И получается, я возвращаюсь иголочкой в одну светленькую бисеринку. Вот так. Бисеринка, которую мы оставили на конце и закрепили ее проколами, она будет как ориентир, что это самый первый ряд. И дальше вот у нас ниточка выходит из светлой бисеринки, и мы будем набирать: одна темненькая, 2 светлых, и проходим иголочкой в первую светлую после 2 темных. И снова набираем темная и 2 светлых. И также проходим иголочкой светлую бисеринку после 2 темных. Снова набираем темная и 2 светлых. И проводим иголочку, мы эту бисеринку, которую мы закрепляли, не трогаем, первую светленькую. И переходим на следующий ряд. Все время плетения нашего колье мы так и будем набирать: одна темная и 2 светлых, и проходить в бисерину после темной в одну светлую. Вот видите, это бисерина, которую мы закрепляли. Она показывает нижний и самый первый ряд. То есть мы переходим на третий ряд. Темная и 2 светлых, первая после темной. И теперь можно подтянуть, и у нас хорошо уже будет видно. Плетется очень легко. В начале немножко внимательности, чтобы у нас не добавилось лишних бисерин. И первая светленькая после темной. Видите, я уже хорошо подтянула, и у нас видно, что у нас 3 темных бисерины. И мы будем после каждой теперь светленькую проходить нашим набором: темная, 2 светлых. И вот ниточка из этой выходит, у нас следующая темная по ходу и первая после нее светлая бисеринка. Я вот проплела несколько рядочков, и у меня получается вот такой красивый ажурный жгут. За счет того, что между темными бисеринами нету бусин, видите,
получается как бы пропуски, пробелы. Темно-синий ряд получается не таким насыщенным. И мне кажется, это еще более красиво, потому что жгут выглядит более таким нежным и воздушным. И в диаметре сам жгутик получается небольшой, до сантиметра. И он упругий, не надо ничего вставлять. Он и так будет красиво сидеть и в браслете, и в колье. И прелесть этого плетения в том, что вот смотрите, если взять вот так, посмотреть на срез с этой стороны, у нас получается в ряду 3 темных бисерины. И когда бы вы не приступили продолжать плетение, если вы там отлучились по каким-то своим делам, вы точно знаете, что после темной мы прокалываем иглу в первую светлую, и у нас постоянный набор темная и 2 светлых. И так дальше плетем до необходимой длины колье или браслета, что вы выбрали, или то и другое. Вот я закончила плести колье. У меня получилось оно длиной 47 сантиметров. В конце я одела шляпки и сделала застежку у меня закручивающаяся. Прикрепила колечки и застежку 3 темными бисеринками. И получилось великолепное колье. Я хочу украсить это колье еще цветочком-розочкой. Для цветочка я беру ниточку 2 метра длиной и набираю 10 светлых бисерин и замыкаю в кольцо в одну, возвращаюсь в последнюю назад. Вот так. Оставляю ниточку сантиметров 25-30. Она нам понадобится для того, чтобы розочку прикрепить к колье или прикрепить швензу, если это будут сережки. И вот нить выходит основная у нас из бисерины. Мы дальше набираем светлая, темная, светлая и пропускаем одну. Вот ниточка выходит из одной, мы одну пропускаем и в следующую проводим. И делаем такие треугольнички по кругу. И последняя у нас строится, и мы проводим через одну. Вот видите, это ниточка начала, это у нас действующая нить. И мы через одну проводим светлую бисеринку и продолжаем светлая и выводим иглу в первую темную вершинку. Вот так. Следующий ряд мы набираем 2 светлых, темная, 2 светлых и проводим иглы в каждый пик и так по кругу. Розочку можно делать однотонную, но я себе для удобства каждую вершинку делала другого цвета. Мне легче и быстрее так плести. Как вы будете делать, будет ваш выбор. И последний набор в этом ряду у нас также 5 бисерин получается, внутри темненькая. И проводим в последнюю вершинку этого ряда и переходим на новый ряд, следующую вершину. В следующем ряду мы набираем 3 светлых, темная, 3 светлых, то есть у нас уже будет 7 бисерин. И проводим иголочку также через каждую вершинку. Она у нас хорошо видна и помечена темной бисериной. И последний набор этого ряда мы набираем 7 наших бисерин и проводим иголочку в последнюю вершинку предыдущего ряда и в одну белую бисеринку из 7. У нас получилось 5 лепесточков с темной вершинкой. И теперь мы будем оформлять
эти 7 бисерин, каждый лепесток, так как мы делали в первом ряду. То есть мы будем через одну бисерину набирать светлая, темная, светлая. И вот у нас из первой выходит, и мы набираем через одну. Это будет перед темненькой. Дальше мы также набираем 3 бисеринки. И будет бисерина через одну. Это будет после темненькой. И последний набор в этом ряду. Набираем 3 бисеринки и проводим иголочку в последнюю из 7. Так. Мы будем оформлять наш этот лепесточек темными бисеринками. У нас в этом лепестке получилось 3 темных вершинки, и мы их будем соединять 2 темными бисеринами. Вот ниточка выходит из последней из 7, и мы проводим ее в первую вершинку. И так до конца этого лепесточка. Лепесточек мы оформили, у нас осталось 2 последние темные бисерины. И мы теперь иголочку проводим в первую, 7-ю, из которой мы начинали этот лепесток, и проходим по всем 7 бисеринам назад, возвращаясь в вершину этого лепесточка. Проходим вершину этого лепесточка, и первая бисерина нового лепестка из 7 бисерин. И также через одну добавляем по 3, возвращаемся, добавляем по 2, соединяя вершинки, и по 7 бисеринам подходим к новому лепестку. И так оформляем весь ряд. Когда я окружала темными бисеринками лепесточки, я кое-где между вершинками добавляла по 3 бисеринки, а по краям по 2. Так мне показалось, будет удобнее. Вы будете смотреть по плетению, но в основном можно по 2 добавлять. И вот теперь с последнего лепесточка я выхожу по бисеринкам, захожу теперь уже в темную вершинку и по бисеринкам выхожу к вершине самой первой. Вот у нас было 5 вершинок. И теперь мы из этих вершинок будем выходить, соединять их между собой тоже 5 бисеринами. 2 светлых, 1 темная, 2 светлых. И вот из этой вершинки выходит, и в следующую мы проходим. И так по кругу будем добавлять лепесточки из 5 бисерин и заполнять сердцевинку розочки. Вот последний 5-й лепесточек. У нас также мы берем 2 светлых, темную бисеринку и 2 светлых. И проходим, вот иголочка выходит из вершинки темной, и мы проходим в последнюю эту темную вершинку и продвигаемся уже на новый ряд к новой вершине. Вот так, видите? И дальше мы будем продолжать все то же делать, что мы делали, когда плели основание розочки. То есть мы вышли из вершинки, видите, из 5-й. Теперь набираем 7 бисеринок, 3 светлых, темная и 3 светлых. И соединяем эти уже вершинки между собой. Дальше мы будем делать через одну по 3 и соединять лепестки, то есть оформлять внутреннюю часть розочки. Я 2 лепесточка сделала, смотрите, как красиво уже ложится второй ряд внутренний. Видите, каждый лепесток подчеркнут темным, и он хорошо выделяется. И так проходим остальные 3 наших пика. То есть делаем через одну по 3 и потом соединяем их темными бисеринками. Я видела эту розочку, мастерица выполняла просто
в чисто розовом цвете. Мне она очень понравилась. Но там был мастер-класс по фото. И насколько я правильно поняла, я надеюсь, у меня получается. Если вам понравится, делайте вместе со мной. Может, вы что-то от себя добавите, и будет у вас еще красивее роза. Смотрите, когда вы сделаете все эти 3 лепесточки, тогда самый первый внутренний ряд мы мысленно делим на 4 части и делаем 4 лепестка, но уже начинаем не по 5 бисерин, а сразу по 7. 4 лепесточка внутри будут по 7 бисеринок. И также их обработаем через одну по 3 и внешний край темными. И розочка будет готова. Последние 4 лепесточка закрывают сердцевинку розочки и завершают ее наполненность. Розочка получается объемная, декоративная, такая вот по цветам подходящая к нашему колье. И плетется несложно на одном дыхании. Поэтому такое украшение хорошо украсит и будет как раз кстати для колье. Я еще хочу сделать несколько листочков. Вот я набрала 12 бисерин, иголочкой вышла в самый край любого лепестка и возвращаюсь назад в последнюю бисеринку из 12 и набираю еще штук 6-7 и возвращаюсь по направлению первого набора 12 бисерин в 2 бисеринки, где-то через 4 в 2, и подтягиваю. У нас получается красивый лепесточек. Набираю 7 светлых бисеринок для серединки листочка и прохожу в центр для того, чтобы закрепить серединку листка. И теперь можно назад вернуться по этой серединке через несколько бисерин и сделать как бы прожилки листочка. И он будет красиво смотреться. Смотрите, я вам хочу показать, я из этой розочки сделала сережку. Вот листочек, видите, я прошла по нему вниз, по серединке. Здесь сделала по 2, здесь одну, и получилось, как листочек заполнен. Потом я вернулась назад в начало и из этого листочка сделала еще один маленький листочек. И получилось такое украшение. На второй сережке можно сделать с этой стороны, для того, чтобы они смотрелись симметрично. Розочка будет хорошо смотреться в этой сережке в дополнение к колье, если кому-то захочется. Все точно так же выполняется, как и мы выполняли до этого. Единственное, прикрепляется швенза, и у нас получается сережка. И я еще хочу сказать, что я вот попробовала сделать красную сережку из красного бисера и обработала край ярко-красным для более подчеркнутого эффекта розы. И листочки я здесь не делала. Тоже хорошо смотрится сережка, великолепно. Я вот пробовала сделать с этой стороны сразу темными бисеринами край. Но мне больше понравилось яркими. Я оставила яркую. Так что это уже на ваше усмотрение сочетание цветов. И вот я закончу листочки на этой розочке сделаю. И потом возьму колье и посмотрю, как лучше ее прикрепить к колье. Я больше склоняюсь к тому, что это будет асимметрия. Где-то вот так прикреплю, сделаю еще несколько листочков, и будет оригинальная отделка для этого колье. Вот я закончила розочку, прикрепила ее к колье. Внизу сделала еще 3 листочка. И получилось законченное красивое колье в виде жгута.
Красивое сочетание цветов. Хотя я показывала красную розочку, можно сделать и в красном цвете, тоже будет великолепно. Если вам понравилось это украшение, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вам не трудно, а мне приятно. И до встречи в новом видео.